Вот, девочки, что у меня получилось. Я вязала вот эту часть, вот это по кругу просто вязала. Дошла до этого, до косточки, как я говорила. И теперь, смотрите, еще один этот размер пятки, как бабушка учила. И оказывается, это тоже работает. Как учила? Учила мне 16 рядов. Она сказала, надо вязать. Вот дошли до косточки, да? Вот. Вот это 2 петли оставляем в покое. Все. Если нитку не поменяем, так и вяжем. Если поменяем, поменяем. И вяжем 16 рядов. Это получается, я вязала 16 рядов тут. И мерила. У меня нога 24 сантиметра. Я тут сантиметр уже изначально меньше делала для моей мамы. Это вяжу, хочу ей подарить, поэтому меньше делала. И в итоге 16 рядов вязала. В итоге получилось, как я хотела, 23 сантиметра. Это теперь вам решать. Если хотите, делайте как моя бабушка. Вот 16 рядов вяжите. Если не хотите, значит... Вот можно вот с носка мерить до пятки сантиметром. И все. Теперь будем вязать обычную классическую пятку. Как пятку вяжем? Так как здесь у меня пятку она учила, если сильно большая нога, мужской большой размер, можно 10 петель делать. Детки можно делать 6 петель. А вот это средние размеры женские, подростковые, это я всегда делаю 8 петель. Пятка, и смотрите. Получилось даже очень хорошо. Вот. Вот эта техника как можно и вязать пятку, и чепчик, шапку ребенку можно вот этой техникой вязать. Еще можно вязать, что капюшон можно вязать. Ну, смотрите, как так у меня здесь 40 петель, половина у меня вот передняя часть осталась здесь. Я вот этот 20 петель вязала, правильно? 16 рядов. И если я 8 снимаю, у меня вот по бокам останется по 6 петель, правильно? 8 и по 6 12. Теперь будем вязать пятку, как я делаю. Обычно это очень легко. Это я первый раз маркер поставила, чтобы вам показать, а потом не надо. Вот. Теперь маркер снимаем. 2, 4, 5 вязали. Шестую сразу вяжем вот этот, который 8 петель есть с ним. Вот. 2 вместе вяжем. Это будет вот эта 8 петелька. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь вот этот маркер тоже снимаем, нам не надо уже, оно видно будет потом. И здесь я вяжу классические петельки, надо местами поменять, вот так, повернуть петельки, чтобы было красиво. И вот вяжем вот эту 8 петельку. Теперь переворачиваем, надеюсь, все видно. Теперь переворачиваем. И вяжем наизнанку обычно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Можете пятку вообще платочную вязку вязать, чтобы быстро не натиралась. Можно фантазировать на носки тоже, много чего. Теперь вот это 2, 4, 5 осталось здесь, правильно? Вот это 5-ю петельку даем сюда, одеваем на эту спицу и сразу 2 вместе вяжем. Вот. Потом 2, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. А 8 уже переворачиваю вот это петельки. Вот это 8, а еще одну хватать будем отсюда, чтобы убавить. И здесь чуть-чуть тяните, чтобы красиво получилось. Вот. Первую снимаем и по рисунку просто вяжем изнаночную. Может, вот эту. Теперь 4 петельку даем сюда. Вот. И вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Уже вот эти 2 петельки повернули. Вот. Вот так вот. Чуть-чуть здесь тяните, потому что эта сторона всегда слабо получается. Надеюсь, суть поняли, правильно? Или кто-то уже знает, а кто не знает, это очень легко делать. А на изнанке просто вяжем по рисунку и ничего не делаем. Я иногда платочные вяжу, ну больше, когда для детей вяжу, тогда платочные вяжу, а так для взрослых нет. Вот, опять 7 вяжем, 8 повернули и вяжем вот так вот. Не знаю, очень легко. Хотя бумеранг такой я ни разу не пробовала. Может, там тоже легко. Просто, честно говоря, мне не интересно. Носки как носки. Я несколько раз вот покажу, потому что я не знаю, как телефон будет реагировать на мои разные движения, если что, чтобы хоть как-то видно было. Вот. И будем так делать, пока не закончится по бокам петельки и останется только вот этот 8 петель. Поняли? Вот. И недалеко. То, что здесь много узелки, ничего, на носки сильно не влияет. И, как я говорила, вот эту пряжу я все кромсала. Ничего, даже покупной носки там много нитки там торчат, ничего страшного. Вот, это уже последний. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь эти местами поменяем. Вот. Вот и все. Быстро и просто, и уже этот есть. Ой, хотя мне надо было... А чё вы ничего не говорите, как партизаны сидите? Мне надо нитку поменять. И ничего не говорите. Я сегодня вообще... У нас такая жара, наверное, у меня уже 2, 4, 6, 8. Мозги не работают. Вот. Я сейчас соединяю эту нитку. Обычно просто узелок делаю. Ничего здесь придумать и не надо. Вот. Теперь набираем уже 8 штук. Здесь 8 кромочные, как раз 8 набираю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь возьмем другую спицу и вяжем по рисунку. Здесь ничего не добавляем, не убавляем, ничего не делаем. Здесь наш 10.
Еще раз 10. Вот, тоже набираем 8 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь вот здесь, что у нас было 8, будем делить вот так. Раз, два, 3, 4. А вот этот 4 уже другую спицу. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Смотрите, у меня изначально было по 10 петель 40, правильно? Теперь у меня по 12 вот здесь, 12 здесь, 12 здесь, а здесь по 10. 4 петля, получается, что я добавила. Мне хватает, у меня стандартная обычная нога. И у моей мамы тоже так же. Если у вас вдруг нестандартная нога, широкая или узкая, если узкая, можете не добавить вот эти 2 петельки, убавить. Сначала набирайте, потом убавьте. Хотя, если худая нога, это не портит это 4 петля. Если вдруг у меня есть родственница, что у нее нога нестандартная, очень полная, вот эта часть, вот этот, сюда скажем, вот на это. Вот эта часть уже очень полная, поэтому я несколько добавляю петель. Поняли? Это вы уже по своим ногам будете смотреть, вам добавить надо еще петель или нет. Вот здесь я 2 добавила, и мне хватит, и я одевала все. Вот, смотрите. Вот хорошо. Если что-то нога толстенькая, пухленькая, можно здесь добавить. Это уже самостоятельно вы расчет будете делать, как вы добавите, сколько добавите, это уже ваше дело. Теперь моя задача, все, вот набирали, у меня 44 петля стало, правильно? Вот эта часть, это тоже как ваше желание. Сколько вы то резинки хотите вязать, сколько готовые носки у вас должно быть, это здесь уже правила нету, ваше желание. Если бы я это себе вязала, я вообще резинку вот чуть-чуть делала короткую, а маме буду давать, она такое не очень приветствует, хочет повыше. Хотите на эту основу китрина можно вязать. Наверное, китрина называется, да? Наверное. Вот, девочки, я уже довязала. Закрываю здесь обычно, классически, а вы можете даже закрывать иголкой, и есть нитки, что резинку плохо держит, или несколько раз носили, плохо держит, есть нитка резинка. Это вам помощь, очень хорошая вещь. Я на рукавах, на горловине, на носках. Если что-то не так, сразу можно это одевать. Даже покупные вещи есть, что вязаные имеется в виду. Что там тоже вот нитка резинка одевают на резинку. Очень даже хорошо. Поэтому не бойтесь, если что. Я здесь обычно вязала, здесь эластично, мне хватает. У меня нога стандартная, у мамы тоже. Поэтому, если у кого-то что-то, вот последнюю петельку вот отсюда хватаем. Вот так делаем. Еще вот так и обрезаем. Еще что интересный вещь хотела вам сказать. Один раз со мной случилось, чтобы вы тоже так не делали. Если вдруг
вы тоже решите вот этот шовчик делать, как я. Когда будете уже пятку вязать, будьте внимательны, что вот это, чтобы тут не оказалось, а пятка сверху. Поняли? Вот. Чтобы пятка вот тут оказалась не сверху. Я когда-то вязала, одну правильно вязала, другую как-то не обращала внимания, знаешь, вяжешь как на автомате. И смотрю, ничего себе, шовчик здесь, пятка здесь. Это что-то было. Пришлось распустить. Вот так не делайте. Еще один лайфхак, как говорится, от моей бабушки. Хочу это рассказать, что вязаные носки она нам учила всегда, чтобы быстро не испортилась вот эта горловина, вот эта резинка, как бы не было. Вот так не одевать на ножку. Допустим, как объяснять, чтобы правильно было. Вот так не взять и одевать на ножку. Делаем так, вот. Так делайте резинку, одевайте на ножку, вот, здесь не портится, поняли? Вот так одевайте на ножку, потом это уже на место и вот так вот. Надеюсь, правильно объяснила. Вот этот лайфхак от моей бабушки. Я сегодня столько сказала бабушка, наверное, ролик так и будем называть «Бабушкины носки». Потому что я сугубо вяжу на его рецепт, как говорится. Смотрите, если кому-то вот такая идея понравилась, даже это не идея, классические носки понравились, старый рецепт бабушкина, если вы так решите вязать, здесь несколько правил надо знать. Вот я как говорила, еще раз повторяюсь, потому что бывает невнимательно слышат, поэтому... Вот я детские носки совсем маленьких делаю 4 петля. Вот подросткам, женщин можно делать 6 петля, а у мужчин, который 40 и больше размер, уже можно делать здесь 8 петля. А пятка вот так. Детей можно было делать 6, я делала 8, еще у мужчин тоже пятка же большая, можно делать 10 петель. А этот 16 всегда я придерживалась, вот 16 рядов. И я сегодня задумалась, померила, она работает, играет. Если нет, если вы не хотите так, значит будете мерить вот этот часть на сантиметр, вот с большого пальца вот эта часть на сантиметр, и будете вязать вот так. Что-то чуть-чуть уже солнце ушло, извините, если что-то не видно. Надеюсь, все видно будет. Вот такая история, такая история носков называем. Я больше снимать уже не буду, буду стирать и потом на ножках покажу и будете вязать. Надеюсь, все хорошо объяснила. Если вопросы будут, пишите, пожалуйста, потому что сколько не стараешься, иногда что-то забыла сказать, иногда что-то не так, а получились очень даже красивые и хорошие. А цвета и пряжа выбирайте сами, это быстро вяжется, вот. Вот, если такая идея понравилась, пишите комментарии, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до новых встреч!